Итак, повторим на одну секундочку то, что мы усвоили из первой части нашего ролика. Бог есть Троица, Бог Отец, есть Троица, состоящая из Бога Сына, материи, Сатана, антиматерии, и Святого Духа, который не дает им аннигилировать. Также мы поняли, что в процессе сотворения Вселенной у нас образовался живой организм с гаплоидным числом хромосом, равным 24. Это гаплоидный набор человека. Но идентифицировать эти хромосомы возможности нет. Мы просто знаем, что 6 отвечали за день, 6 отвечали за ночь, и 12 хромосом отвечали за утро-вечер. А что поможет нам это сделать? То есть идентифицировать эти хромосомы. А поможет нам это сделать именно климат, который, как мы увидим дальше, полностью повторяет и позволяет определить то, что именно климат – это и есть отражение генетического материала человека. То есть климат несет генетический потенциал человека в данном случае. Итак, мы привыкли к такому положению вещей, что знаем о рассвете, о дне, о вечере и о закате. И приблизительно у нас это время меняется только посезонно. Каждый из этих интервалов, отрезка времени меняется сезонно. И это нам практически для того, чтобы понять, как это связано с человеком, оно не дает никакой возможности. Но если поменять методику определения времени и продолжительности времени суток, утро, вечера, ночи, утра и дня, то можно понять, что они меняются и исключительно в течение не только года и месяца, но даже в течение времени суток. Вот по этой методике, например, можно подсчитать, что первая Ниссана, вечер длится 11 часов 55 минут, ночь практически нету, 0,06 минут, утро длится 12 часов, и дня вообще нет. Далее по приближению к 15-му Ниссана мы видим следующие изменения, следующую динамику. Ночь начинает, длительность и период ночи начинают возрастать, и к 15-му Ниссану достигают максимума. Длительность утра
также меняется, только в противоположном направлении. И к 15-му Ниссану достигает минимум. Длительность дня также возрастает, как и ночи. Собственно говоря, от 0 и до своего максимума 12 часов 26 минут. И вечер сходит на нет к 15-му Ниссану. То есть главные атрибуты первого Ниссана, который по еврейскому календарю раньше определялось как начало года, выражаются тем, что и вечер, и утро приблизительно одной продолжительности. Ночи и дня нет вообще. И к полнолунию, к 15-му Ниссану, ситуация ровным образом меняется. Ночь и день практически по максимуму приближаются к 12 часам. Утро и вечер отсутствуют. Если мы назовем вечернюю часть дня, как и утреннюю, неактивной частью, а ночь и день активной частью, то можно наблюдать следующую тенденцию, что от первого Ниссана за полмесяца происходит увеличение активной части дня и ночи и уменьшение неактивной части утра и вечера.